Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 25 января, выпуск промежуточный. Хочу напомнить, что в комментариях к этому выпуску вы можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу уже, видимо, в субботу или в воскресенье. Суббота у нас 27 января, воскресенье 28. Буду стараться успеть ответить в субботу. Если нет, значит выпуск выйдет в воскресенье. Еще раз повторяю, в комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы. Перед тем, как формулировать вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса. Тогда я буду знать, что комментарий содержит не только хорошие, добрые, теплые слова, но и вопрос, на который надо ответить. На самый популярный из этих вопросов я отвечу в субботу или в воскресенье. Что касается людей, которые хотят получить практически гарантированно ответ на свой вопрос, подписывайтесь на наш Patreon. Ссылочка на наш Patreon есть в описании. В Patreon я более открыт, более откровенен, по понятным причинам. Там меньшее количество подписчиков. Наша аудитория такая, более кулуарная. И мы общаемся более открыто. Подписывайтесь, получите ответы на свои вопросы. Я думаю, что ваше любопытство будет удовлетворено. Так, теперь перейдем к событиям. События у нас интересные. Пропал Евгений Викторович Пригожин. Пропал он для российского руководства. Пропал не в прямом смысле, а в несколько переносном. Даже интересная игра слов получилась. Практически полностью отражающая реальность. Я хочу напомнить, что Евгений Пригожин не был уничтожен в результате теракта, которым уничтожили самолет, на котором находилось руководство ЧВК Вагнера. Это именно теракт, по-другому это не назовешь. Несмотря на то, что было применено средство ПВО, несмотря на то, что была детонация в результате применения ПВО, была также детонация на борту самого самолета, взрывного устройства. Но, тем не менее, все, кто был в то время в самолете, погибли. Евгений Викторович выжил, находился в Венесуэле, довольно-таки неплохо себя чувствовал, но вот в субботу прекратил функционировать маячок, который у него находился, и прекратил Пригожин выходить на связь. На связь он выходил со своими кураторами каждый день, выходить на связь прекратил, и маячок, еще раз повторяю, не работает. Крепко обеспокоилось нынешнее российское руководство, пытаются найти. Помните, да, старый советский стих: ищет пожарная, ищет милиция, ищет фотографы нашей столицы, ищет давно, но не могут найти парня, которому лет 20. Пригожину уже далеко не 20 лет, хотя в белой футболке и кепке он ходит. В Венесуэле не такая холодная погода, как в Москве или Петербурге, но тем не менее. Мы знаем нахождение Евгения Викторовича Пригожина. Хотим обратить внимание на то, что активировались чаты ЧВК Вагнера, которые практически не функционировали. Сейчас там идет активное обсуждение каких-то возможных действий, какие-то сборы, еще что-то. Это так. К слову, может, конечно, ничего и не будет, может, провокация какая-то, может, еще что-то. Но за этим стоит наблюдать. Так, перейдем к следующим темам. Следующие темы у нас надвигающиеся кризисы продовольственные. Как мы и сообщали, как и говорили об этом эксперты при Совете Безопасности, Россию ожидает несколько продовольственных кризисов. Так вот, приближение мясного и молочного продовольственного кризиса буквально на носу. Удастся ли что-либо сделать руководство Министерства сельского хозяйства? Мы знаем, что Дмитрий Патрушев, старший сын Николая Патрушева, пригрозил производителям молочной продукции таким особым разговором, пользуясь, видимо, авторитетом своего папы, пригрозил особым разговором для тех, кто решит повышать цены на молочную продукцию. Интересный подход к ведению
деятельности, да, к ведению бизнеса, к уговорам производителей не повышать цены. Таким образом, можно вообще практически как в Советском Союзе жить. Приказать всем не повышать цены. Единственное, что производить никто ничего не будет, потому что это невыгодно. Потому что мы сейчас живем в условиях рынка, а не в условиях плановой экономики. В условиях рынка такие методы далеко не всегда эффективны. Далеко не всегда. Это может привести только к усугублению кризиса. Ну, посмотрим. Возможно, Дмитрий Патрушев хочет сохранить ситуацию до президентских выборов в таком стабильном положении. А там хоть трава не расти, но будем наблюдать еще и за этим треком. Крайне обеспокоен Николай Патрушев положением на рынке, в том числе и всех перипетий, которые могут касаться продовольственных кризисов. Ему абсолютно не нужны подобные эксцессы в преддверии президентских выборов. Я напомню, что для Дмитрия Патрушева готовится судьба председателя правительства, а далее преемника. И в самом начале транзита Патрушеву, конечно, крайне не хотелось бы подобных кризисов и недовольства населения будущим преемником. Желание понятно, как будет, увидим уже скоро. Да, насчет мясного кризиса тоже приближается, как говорят эксперты. Надо предпринимать меры уже сейчас, а предпринимать меры нынешнее российское руководство, меры непопулярны, крайне не хочет. Ну, посмотрим, как будет. Так, перейдем к следующей теме. Следующая тема у нас отключение YouTube, WhatsApp и Telegram. Хочу напомнить, что мы сообщали опять-таки о том, что готовятся подобные отключения. Основная часть мероприятий по блокировке мессенджеров готовится на февраль. Тем не менее, перенесли на более ранние сроки. Была попытка отключения YouTube на днях. В нескольких регионах были попытки блокировки WhatsApp и Telegram. Также в некоторых регионах пользователи жаловались на отсутствие возможности войти в мессенджеры, видеохостинг, а также говорили о том, что не загружаются фотографии, не загружаются сообщения, не загружаются видео. Сейчас пытаются какими-то новыми методами блокировать YouTube. Это касается прежде всего тех людей, которые не пользуются VPN. Я напоминаю, что на сегодняшний день, если у вас установлен VPN, и вы через VPN пытаетесь войти даже во время попытки блокировки в YouTube или в мессенджерах, никаких проблем вы не испытаете. Я не говорю о том, что не найдут способы преодоления и этих препятствий, но тем не менее на сегодняшний день это так. На сегодняшний день VPN практически панацея. Поэтому все, кто не запасся VPN впрок, все, кто не загрузил, да, наиболее эффективны, конечно, те VPN, которые платны. Там небольшие суммы, насколько я понимаю, есть VPN, которые там что-то около $5 в месяц. Да, для многих россиян сейчас и $5 в месяц это достаточно большая сумма. Но, тем не менее, если есть желание быть в центре в центре событий, не испытывать информационный голод, то VPN вам в помощь. Есть и бесплатные сервисы VPN. Не могу сказать, что они так же эффективны, как платно, но тем не менее работают, и почему бы нет? Почему бы нет? Так, уважаемые зрители и слушатели, мы с вами уже практически 10 минут в эфире. Хочу вам напомнить, что сегодня у нас короткий выпуск. Хочу вам напомнить, что в комментариях к этому выпуску вы можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу уже в субботу или воскресенье. Перед тем, как формулировать вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса. Извините. И хочу напомнить, что у нас существует Patreon. Обязательно подписывайтесь, получите ответы на свои вопросы уже гарантированно. И услышите много нового и интересного. Ссылка на Patreon есть в описании к этому ролику. Прямо сейчас проходите и подписывайтесь. Ставьте этому видео лайк, пишите комментарии.
Также подписывайтесь на наши каналы. Всем огромное спасибо. Хочу вам напомнить, что мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго. До свидания.